Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости, подписчики моего канала. Приглашаю вас на мастер-класс вязания сумки крючком из эффектных квадратов с объемным узором. Я уже вязала такой квадратный мотив, показывала вам мастер-класс от начала до последнего ряда, как связать такой квадрат. Переходите, пожалуйста, по ссылке, прикрепленной в подсказке или в описании к этому видео, и переходите на мастер-класс вязания квадрата. В этом видео я вам расскажу, из чего все-таки я решила связать сумку, и подробный процесс сборки сумки. То есть я связала квадраты, мне их необходимо красиво соединить, связать донышко и тоже собрать сумку в единую деталь. И для сумки я буду использовать, пришивать вот такие вот ручки. Красивые эффектные ручки, которые я буду пришивать с внутренней стороны сумки. Можно также связать ручки простые, как бы по верхней части сумки. Здесь добавлю фото, примерный вариант. И вначале, конечно же, я подробно расскажу, из чего все-таки решила вязать сумку. Вот первые квадраты я вязала из полиэфирного шнура без сердечника 3 мм. Это плоский шнур вот с таким ровным плетением. Вот смотрите, он, то есть с одной стороны тонкий, с другой стороны широкий и плоский. У меня был тот же крючок номер 5. Крючок номер 5. Получился квадрат. В принципе, эффектный красивый квадрат шириной 12 сантиметров. Но у меня на нужное количество квадратов не хватило такого цвета шнура, поэтому я решила использовать другой шнур. Далее у меня был полиэфирный шнур 3 мм с сердечником. Показываю разницу. Смотрите, сейчас сделаю фокус. Так, этот шнур с сердечником 3 мм. Он внутри у него вставлен еще вот такая вот ниточка или пучок ниток. И этот шнур круглый, у него немного вот такое рифленое плетение. Использовала тот же крючок номер 5. Получились вот такие квадраты. Они мне, кстати, даже кажется, что они более какие-то аккуратные, так как шнур круглый по плетению, он не перекручивается, и вязка смотрится более аккуратно. Может быть, просто это игра цвета. То есть здесь бежевый цвет, он сглаживает какие-то такие неровности, и получается вот такой эффектный квадрат. Эти квадраты я еще не отпаривала. Ну, в принципе, я их и не думаю отпаривать. Они отлично как бы форму держат узора. И получается, что квадрат у меня примерно получился шириной 10 может быть 11 сантиметров, если немножко их как бы подрастянуть. Вот. И для сумки у меня всего, смотрите, вот этот шнур, у меня была вот такая бобинка 200 метров, 3 миллиметра с сердечником. Из одной бобинки у меня вышло ровно 12 квадратов. И если бы у меня было 2 бобинки, я бы вязала сумку вот на такой размер, то есть составляя 9 мотивов с одной стороны и 9 с другой стороны. Так как у меня одного цвета, вот этого бежевого цвета, одна бобинка и вторая бобинка темного цвета, то у меня будет сумка из 12 мотивов, то есть она будет не глубокая. В принципе, я и не хочу большую сумку. То есть мне не нужна слишком большая сумка. Будет сумка из 12 мотивов. Одна сторона из 6 мотивов и другая сторона из 6 мотивов. Вот от бобины вот у меня остался небольшой клочок вот шнура. И соединение мотивов я буду делать темным шнуром. Думаю, это будет подчеркнет вот узор, сделает сумку более яркой и контрастной. А также я свяжу донышко для этой сумки тоже темного цвета. Донышко, и вверху тоже сделаю более плотную обвязку. В принципе, цвет шнура подходит для ручек. Тоже такой, можно даже затемнить, покрасив ручки в более темный цвет. Посмотрю, если меня все будет устраивать, то я оставлю ручки таким же цветом. Итак, друзья, переходите по ссылкам в подсказке внизу под видео и вяжите квадратные мотивы для сумки на нужный размер. То есть я связала 12 мотивов, и сейчас буду показывать, как соединять мотивы. Смотрите, будем соединять мотивы вот таким красивым
швом из соединительных столбиков по лицевой стороне. Я буду соединять, то есть я здесь показала пример, то есть и покажу, как смотрится соединение при тон в тон, то есть тем же шнуром, как смотрится такой шов. И сейчас буду показывать сам процесс выполнения этого шва. То есть мы выполняем, смотрите, соединение, как вам удобно. Можете сначала сделать вертикальные швы, затем вот у меня один горизонтальный шов, то есть соединить последовательно. Я сначала буду выполнять только вертикальные швы. Итак, снизу вверх делаю начальную петлю, и эту начальную петлю просто присоединяю здесь в начале квадрата, вот по стороне, вот в первую петлю одного квадрата. Напомню, что у нас количество столбиков по сторонам квадрата должно быть точно одинаковым, и поэтому далее у нас соединение квадратов тоже будет идти без проблем. Протягиваем вот через первую петлю, начальную петлю, и далее начинаем выполнять соединение. Берем второй квадрат, тоже вот находим первую петлю и провязываем из этой петли, то есть из первого столбика по стороне, соединительный столбик. Далее, смотрите, у нас шнур вот остается между квадратами в центре, то есть мы его никуда ни сверху крючка не перемещаем. В следующую петлю вкалываем крючок, захватываем шнур. Здесь, в принципе, способом, каким вам удобно, захватывайте и провязывайте соединительным столбик разом. Далее возвращаемся ко второму квадрату. В следующую петлю вкалываем крючок, провязываем соединительный столбик. И так из следующей петли провязываем соединительный столбик. Старайтесь петли вытягивать одинаково, чтобы у вас вот узор вот этого шва тоже был аккуратный и одинаковые петли в шве. И в принципе вот процесс соединения идет довольно быстро, сборки квадратов. Посмотрите, здесь, конечно, темный цвет, может быть не так видно, как на светлом, но получается вот такой узор, как змейки. Темный цвет тоже неплохо смотрится, хорошо сочетается с бежевым. Итак, выполняю шов по двум сторонам, соединяю два квадрата. И далее, то есть этот шов я продолжаю выше, соединяя следующие два квадрата. Итак, я соединила квадраты по вертикали, все вертикальные швы. Вот у меня получилась вот такая как труба. Сейчас присоединяю в любом месте вот соединение и выполняю вот этот центральный шов. Далее вяжу дно. Дно будет у меня овалом. Но в овале должно быть определенное количество столбиков, которое соответствует вот количеству столбиков вот по кругу в сложении всех мотивов. То есть я вам подробно расскажу, как рассчитать и как связать такой овал. Далее тоже присоединяю этот связанный овал как дно сумочки, и остается только обвязать тоже верх сумочки, тоже покажу подробно. Итак, основная часть сумочки готова, мотивы соединены, и у нас вот получилось вот такое круглое полотно. Сейчас буду вязать дно и расскажу, как рассчитать, сколько набрать начальную цепочку петель, на сколько петель, чтобы у вас дно соответствовало размеру. Смотрите, дно будем вязать столбиками без накида, овальной формы, по классической схеме. Здесь я привожу схему. И вначале необходимо посчитать, сколько у вас ширина вот одной стороны. Смотрите, получается у меня сумочка на 3 мотива в ширину. Каждый мотив
по 14 петель в ширину. И я считаю 14 умножаю на 3. Получается ширина общая 42 петли. И необходимо, чтобы овал от центра одного закругления до центра другого закругления, это донышко, половина петель было 42. Итак, но так как у нас при овале каждый ряд прибавляется по 3 столбика на одну сторону, ну, будем считать как бы по половине закругления, это одно полное закругление, то получается к 6-му ряду, посчитаем по схеме, у нас прибавится 18 столбиков. Значит, от общей ширины 24 мы отнимаем 18. Получается, нам нужно набрать начальную цепочку для вязания овала 24 петли и провязать 6 рядов столбики без накида по схеме. Итак, набираю рассчитанное количество петель. Если у вас сумочка другой ширины, то есть вы связали больше мотивов или у вас другие мотивы по ширине, то по тому же принципу вы рассчитываете количество петель для донышка. Итак, друзья, я набрала 24 петли. Смотрите, получается у меня начальная цепочка меньше, чем ширина сумочка. И вот это расстояние, это будет ширина донышка. То есть, по сути, вы, если хотите связать ширину сумки, то есть донышко шириной меньше, то вы можете меньшее количество рядов провязать. Допустим, даже провязать не 6 рядов, а 4 ряда. Но тогда вы должны пересчитать, то есть за 4 ряда у вас прибавится 12 столбиков, то есть 42 минус 12. И тогда у вас ширина сумочки будет меньше, тоже по желанию. Итак, я набрала 24 петли на 6 рядов сумочки, плюс 1 петля для вязания первого ряда. И начинаю вот с первой петли вязать. И первая петля, это у нас будет первая петля по закруглению. И мы из первой петли провязываем 3 столбика без накида. И смотрите, здесь вы можете вязать столбики как классические, но я вам рекомендую захватывать шнур при вязании столбиков сверху вниз. Тогда у вас столбики будут с таким перекрещенным, более плотным основанием. И смотрите, здесь лучше всего развернуть вот так вот цепочку, и по первой стороне мы начинаем вязать. Вот у нас 2 полупетли, сейчас сделаю фокус, 2 полупетли сверху цепочки, немножко разворачиваем назад, и мы вот за полупетли, которые находятся вот за цепочкой с обратной стороны, будем вязать первый ряд. И здесь мы провязываем по первой стороне в начале из первой петли 3 столбика. Это начало первого закругления. И здесь можно отметить вершину первого столбика маркером, то есть начало закругления, и вершину третьего столбика, завершение закругления, чтобы далее не путаться. Далее провязываю, здесь получается 22 столбика, то есть 2 столбика у нас идут на закругление, поэтому по стороне 22 столбика. Захватываем шнур сверху вниз и довязываю до конца цепочки. Итак, я провязала первую сторону, 22 столбика без накида, и вот на последней петле провязываю второе закругление, 3 столбика без накида. Здесь мы провязываем тоже, смотрите, на задней стороне цепочки, вот за выступающую полупетлю. И здесь тоже отмечаем первую петлю и последнюю петлю закругления. По стороне у нас всегда будет 22 столбика с одной и с другой стороны овала. Важно это тоже запомнить. Прибавки у нас идут только по закруглению. Прибавки мы тоже делаем по схеме.
Далее переходим на вязание по стороне. По второй стороне овала тоже провязано 22 столбика. И здесь мы вкалываем крючок, получается, за 2 полупетли цепочки. И здесь тоже обвязываем и маскируем хвостик. И получается до конца ряда по цепочке 22 столбика провязываем. И тогда у нас вот этот первый ряд по цепочке провязывается плотно, и здесь нет дырочек. Итак, я закончила вязать первый ряд и замыкаю его в кольцо. Из первой петли подъема делаю соединительный столбик и набираю одну воздушную петлю для вязания второго ряда. И начинаю вязать второй ряд. И здесь по закруглению, вот по 3 вершинам столбиков предыдущего ряда делаем прибавки. Каждый ряд по закруглениям 3 прибавки. И получается из каждой петли провязываю 2 столбика без накида. То есть здесь по закруглению будет уже 6 столбиков. Чтобы видеть точно, где начало и завершение закругления, ставлю маркер на вершине первого столбика и на вершине 6-го столбика. Так, 2 провязал, и из третьей тоже 2 столбика с третьей петли, с третьей вершины. И здесь переношу этот маркер, получается, уже на вершину 6-го столбика. И таким образом к 6-му ряду здесь по закруглению будет уже 18 столбиков по стороне. Как всегда, каждый ряд 22 столбика. Итак, провязываю 22 столбика, по второму закруглению тоже 6, по второй стороне 22. Точно так же заканчиваю вязание ряда в кольцо, соединяю и перехожу на вязание третьего ряда. В третьем ряду мы уже прибавки делаем по схеме. Смотрите, 3, 4, 5, 6 ряды, прибавки по закруглениям по схеме, чтобы у вас здесь был ровное закругление, а не с уголками. Я закончила вязать донышко, провязала 6-й ряд и обрезаю шнур. Обрезаю шнур. Здесь, смотрите, заканчиваю ряд, вытягиваю через вершину последнего столбика хвостик. Теперь вот через отмеченную вершину первого столбика протягиваю хвостик наизнанку. И далее через последнюю вершину за вторую полупетлю хвостик вот сверху вниз на изнанку протягиваю. И здесь сверху мы подтягиваем вот эту вот петлю, и у нас здесь незаметное будет соединение последнего и первого столбика. Здесь я еще чуть ниже вкалываю крючок и делаю узелок. Этот узелок потом я заклею прозрачным клеем, и он у меня не будет распускаться и останется на изнанке. Далее необходимо присоединить донышко к сумке, и здесь я нахожу центральный столбик по закруглению и ставлю маркер с одной и с другой стороны донышка. При присоединении донышка к сумке, здесь вот мы отметили маркером вот эти вот боковые стороны, центральные петли по боковым сторонам, и будем совмещать вот эти вот боковые стороны именно с в этих точках. Здесь я присоединила шнур вот к первой петле и далее вкалываю крючок вот в первую петлю по боковой стороне и провязываю соединительный столбик. То есть точно таким же способом. И теперь со стороны донышка вкалываю крючок в следующую петлю, провязываю соединительный столбик. Далее вновь со стороны основной части вкалываю крючок в следующую петлю, провязываю соединительный столбик. Теперь со стороны донышка в следующую петлю, со стороны основной части. Следите, чтобы у вас шнур был вот между донышком и основной частью, вот так вот в центре, и провязываем соединительные столбики то с одной, то с другой стороны. То есть тот же самый способ
присоединение донышка, что и соединение квадратных мотивов. И здесь получается вот такой декоративный выпуклый шов. Итак, соединяю по кругу донышко с основной частью. Показываю изнанку сумки. И смотрите, сейчас у меня на изнанке вот торчат множество вот таких хвостиков. И сейчас покажу, как я маскирую эти хвостики. Во-первых, я делаю узелок здесь на изнанке, беру крючок чуть тоньше и через полупетлю протягиваю и делаю как узелок. То есть закрепляю вот этот хвостик, чтобы он узелком оставался на изнаночной стороне, чтобы его не перетягивало на лицевую сторону. И далее, смотрите, у меня есть вот такой жидкий прозрачный моментальный клей, буквально капельку клея на такой узелок. Все эти узелки я проклеиваю. Клей буквально за минуту-две схватывается и становится вот это место очень твердое. И после узелок, то есть хвостик я обрезаю до узелка, то есть и их практически незаметно, они не будут распускаться, узелки маленькие, и изнанка таким образом будет смотреться более аккуратно. Итак, дорогие рукодельницы, сумочка почти готова. Как вы видите, она хорошо держит форму за счет плотного дна и за счет вот этих плотных декоративных швов и по дну, и при соединении мотивов. Ну, конечно же, плотная вязка шнуром тоже хорошо держит форму. Мне осталось только обвязать верх сумочки и пришить ручки. Здесь вверх я буду делать достаточно тонкую обвязку, просто декоративный край будет шнуром, обвязка гусеничка называется. Можно просто, если вы хотите пошире здесь обвязку сделать, несколько рядов столбиками без накида. Итак, для выполнения обвязки делаю на крючке начальную петлю. Здесь в начале мотивы на углу присоединяю эту петлю или присоединяю шнур. И вот этот хвостик прокладываю вдоль вязания, чтобы сразу его закрепить. Одна воздушная петля подъема. Далее в следующую петлю по краю провязываю соединительный столбик. И по сути повторяется одна петля подъема или одна воздушная петля, соединительный столбик. Одна воздушная петля, соединительный столбик. Заметьте, что я сразу обвязываю вот этот начальный хвостик, закрепляю и маскирую его. И получается по краю идет точно такое же оформление, как у нас и вот этот шов, напоминающий гусеничку, и точно же такой же извилистый край получается. Итак, обвязываю край сумочки и пришиваю ручки. Дорогие друзья, последним этапом вшиваю ручки с изнанки. Здесь я вшиваю с помощью крючка за полупетли мотивов с изнанки, протягиваю шнур и как будто бы иголкой пришиваю ручки вот в месте крепления. Можно также вшить здесь какую-то магнитную застежку или какие-то другие виды закрепления краев сумки. Можно вшить подклад, но здесь сумка в принципе довольно плотная. Если переносить какие-то крупные вещи, телефон, кошелек, то в принципе можно использовать сумку и без подклада. И вот такая вот простая симпатичная сумочка из мотивов у меня получилась.